Друзья, очень скоро я вас приглашу на вебинар, такой практический. Мы будем рисовать, и я вам представлю новый курс, который я для вас сделал. Этот курс посвящен живописи натюрморта. Он состоит из 5 уроков. Подробно расскажу все на вебинаре, а сейчас несколько вопросов. Энн Шраб, Станислав, спасибо большое вам. Скажите, почему, как купить у вас курсы по живописи? Я с Украины, сижу в укрытии, там есть возможность писать маслом. Вы знаете, к нам приходят проплаты с Украины, так что попробуйте пройти. Выбираете урок, проходите, доходите до оплаты, и там есть возможности для людей, которые не из РФ. И там есть две возможности. У меня есть карточка в Киргизии, и наша платформа тоже предлагает путь. Владимир Полуда, смотрю ваше видео давно, да, Владимир, практически с самого начала, по поводу портретных работ. Заметил, что все портреты моделей чем-то схожи между собой, немного на вас похожи. Ну, это нормально. Особенно брови вздернуты на лоб почти у всех. Наверное, это какой-то ваш ход. Хотя я понимаю, что художник рисует прежде всего себя, немного критики не помешает, не помешает. А так все хорошо, только брови, да? Что скажете? Хотя мы все можем хорошо отражать критику. Ну, давайте посмотрим на некоторые работы. Может быть, в конце тогда лучше я покажу какие-то работы. И если вы заметите, я ко всем обращаюсь, что везде брови приподняты, то, конечно, напишите мне, я буду опускать, резко буду все опускать. Спасибо, Владимир. Плутенкер. Таки лайк поставил, таки спасибо. Вопросов нет, есть совет. Пользоваться совет не обязательно, это так. Если вы не использовали текстурное масло, то попробуйте, я даже не знаю, что такое есть. Может, вам понравится. Текстурное масло, диоксид кремния, аэросил, силикагель, Е551, это все одно и то же. Размешать с льняным маслом, до желательной густоты добавить секатив по желанию, и все готово. Смешивать с масляными красками, то есть объем придает фактурность, да? Экономит краски и помогает преодолеть жалость к ним. Попробуйте, друзья, напишите тогда. Я люблю как-то масло само по себе, как оно есть, и мне лишняя текстура, эти килограммы, как-то прям не зажигают меня, честно скажу. Но кто-то из вас попробует, и тогда сообщите. В Телеграм выложите работы эти, хочется посмотреть, как они выглядят. Эйсид Флориани, здравствуйте, по поводу выставки. На афише написано, что с 15 числа, а сказано, что с 16. На афише написано. Так всегда бывает. Открытие выставки происходит по-разному. Вот повесили сегодня, а завтра может быть открытие, а может быть и через 3 дня, так чтобы... это галерея решает. Но на выставку можно прийти и до открытия. Так сделано. Я не думаю, что это прям такая чудовищная ошибка. Мы просто 15 числа будем вешать картины, или галерея будет вешать. Посмотрим, как получится. А 16 уже будет вот этот самый шабаш. Я имею в виду, просто соберемся. Надеюсь, что я приеду. И пообщаемся на открытии, и посмотрим вместе с вами новые работы, которые я вам представлю. Так что приглашаю. Это Нижний Новгород, 16 ноября, открытие моей персональной выставки в галерее «Луна». В 18:30 начало открытия. Приходите и приезжайте. Тасверлаш Санати. Здравствуйте, Слава, здравствуйте. Мы говорим насыщенность относительно серого. То есть является ли входящий в него цвет тоже насыщенным цветом? Я не знаю разницу насыщенность или светлота. Светлота, под рукой у меня нет прям для примера, но я думаю, вы сейчас легко поймете. Может быть, что-то такое. Например, этот цвет синеватый такой, он такой тухловатый, то есть насыщенность у него маленькая.
А это яркий цвет, синий, вот этот. Ну, вы можете себе представить, что в тоне они одинаковы, в тоне, в светлоте. То есть насыщенность – это, условно говоря, краска сама по себе, яркая. А вот вы начинаете туда подмешивать какой-то грязьки, и она становится мутноватой, насыщенность теряется, вплоть до серого может дойти, если ее замутить вообще совсем прям грязькой. А тон может быть один. Вот о чем речь. Так вот, мы мыслим тоном, светлотой. Ну и насыщенностью тоже мыслим. Где нужно ее употребить, употребляйте ее. Вячеслав, здравствуйте, микро Влад. Вы как-то упомянули, что знаете рецепт грунта Николая Фешина. Расскажите про него, пожалуйста. Как студенту очень интересно. Давайте я в телеграм-канале его выложу. Там же текстик есть. И тогда вы прочтете. Подписывайтесь, друзья, на телеграм-канал. Ссылку я оставлю под этим видео. И там будем встречаться. Я выкладываю там свои работы. Вы можете тоже выкладывать. И будем общаться. Юзер дренденден. Тут хорошие слова. Как можно к вам присоединиться? Сколько это стоит присоединиться? Нисколько не стоит. Где найти информацию? Найти информацию можно на моем сайте, который сейчас у вас вот на экране. Тыкайте в эту штучку и прям попадете куда нужно. www.korolenkov.art. И там есть расписание мастер-классов, которые будут в будущем, которые в прошлом были, можно посмотреть. Картинки, высказывания людей, какие-то, значит, интервью. Ну вот, Swiss Stella, как узнать мастер-класс, цену на академичке, как застолбить за собой место. Надеюсь попасть в этот раз. Заходите на сайт, опять же, туда же. Там будет все подробно написано. И присоединяйтесь, присылайте заявки. Арт Крас 69. Подскажите, кто покупает ваши работы? Россияне или граждане других стран? Граждане разных стран, в том числе и россияне. Для того, чтобы понимать живопись, нужен вкус, а может и понятие. Спасибо. Да, без понятия в основном люди не хотят тратить деньги на живопись мою. Но те, кто покупает, остаются довольны, и бывают такие очень приятные для меня какие-то слова. Ну, один сказал, я могу еще раз повторить, что каждый раз просыпаюсь, и на меня смотрит картина ваша, и мой день, каждый день мой наполнен радостью. Но для меня это очень важно. Спасибо большое. Дмитрий Понд. Вопрос только один. Как вы масляные работы уносите с пленэра? Они же не высылают сразу, но, видимо, не высыхают. А если их еще и несколько, прям-таки вместе с доской? На досках я не пишу, и с доской ничего не ношу с досками. У меня просто холстики, которые наклеены на вспененный полистирол с бортиками. Сейчас покажу. Вот такие панели. Есть видео 308. Все для пленэра. И там все подробно написано. Вот видите, наклеен холстик на, ну, довольно-таки так, 5-миллиметровка, здесь 10 миллиметров. И бортики 5 миллиметров. Все. Наклеено этим самым скотчем обычным, малярным. Здесь 5 миллиметров такой вот кантик. Ну, он всегда пригодится. Закрывается раму уже, когда вы вставляете, там 5 миллиметров, как 5-7. Вот эта вот вставочка, которая закрывает, значит, живопись. Ну и все. И таких досточек у меня, я не знаю, штук, наверное, 10. Ну, по размеру ручной клади. Вот я их набираю в брикет один к другому. Между ними зазор. Они двусторонние. Здесь наклеиваю, там наклеиваю. Пока пишу, они подсыхают работы. Я их отрываю, складываю. Они сохнут. Сюда наклею другие и иду писать на следующий день еще. И через там 3-4 дня они уже так, несмотря на то, что я пастозно пишу, подсыхают. И вот за эту поездку я почти месяц отсутствовал. Мне даже 10 не понадобилось. У меня примерно было 6, наверное, таких или 5 таких вот полос, поверхностей. И они чередовались друг с другом все время. Ну, очень все просто.
Я придумал эту систему и горжусь этим. Те, кто ей пользуется, очень довольны. Юзер дыр, как тебе удается путешествовать в это непростое время? А когда оно было простое, скажите, пожалуйста. Ну когда? Когда-нибудь было такое? Я не знаю, я пошел в посольство, мне дали визу. У меня хорошая визовая история, допандемийная, там, в год по 5 раз куда-то я все время перемещался. Ну, не на 5 лет дали, но на полгода. Ну, придется просто чаще покупать эту визу. Друзья, напомню, что в школе сейчас действует еще 3 дня, по-моему, или 4, скидка в 50% на базовые уроки по живописи. Ну, очень важное дело. Эти базовые уроки очень важны. Вот несколько слов о них. Первый – это базис, основа видения художника. 13-й – о композиции. Очень много разобрано работ, и в результате разбора можно почувствовать, что такое композиция. 28-й – это просто обязательно, чтобы овладеть перспективой, нужно глубину рисовать. Мы рисуем пространство, пишем его. То есть в двухмерном листе мы рисуем глубину. Нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить. Потом 52-й и 53-й. Вот вам задача минимум. Freedom. Какой красивый пейзаж за вами, как хочется его написать. Вячеслав, нужно ли подсвечивать работу при написании в такое время суток? Ну, вечером, да, фонарик у меня есть, который можно налобно использовать, но он, правда, будет так немного бликовать. А вот если... У меня же есть зонтик и штатив такой, штанга, которую я прицепляю к треногим. И к ней он на магнитике. Он освечивает и работу, и палитру, и мне удобно. В общем, когда вечереет, я его зажигаю. Он для альпинистов такой не дешевый, но очень хороший. Можете в разделе для альпинистов и снаряжения набрать, может быть, наверняка на заказ сейчас можно купить. Я ездил просто в магазин для альпинистов. Доброго времени суток. Это маслом по бумаге, то есть завершать будете дома или уже завершенка. Но в основном, если я ставлю подпись, то завершенка. Дома редко, вот прям чуть-чуть бывает, и то есть риск испортить. Стараюсь все-таки на пленэре писать до конца, пока не почувствую, что вот все, уже доисправлялся, уже хватит исправлять, хватит искать, пока не найду. Да? Лучше, я считаю, новую работу в мастерской написать, а это пусть останется как есть. Да, пишу не на бумаге, на холсте, я уже показывал. Это просто остатками краски я так загрунтовываю, чтобы была какая-то связующая среда. Ну, мне так приятнее писать. Ну, бывает и на белом пишу, разницы никакой нет. Друзья, вы не забывайте там отметиться в журнале, плюсики, крестики, если кто не грамотен. Ну, просто нажать кнопку «Нравится», если вы можете ее прочесть. И предлагаю еще посмотреть одно кино, называется «Апельсиновый сок». Живопись масла с натуры. Ну, в общем, фрагменты процесса написания картины, которое было в прошлом году. Мне позировала моя знакомая, художник, прекрасный художник Олеся Орлова. Она сейчас
в Америке, где-то в Лос-Анджелесе. Удачи в живописи, пока!